конце октября 2003 года я впервые на одну неделю слетала в Хургаду. В первый вечер я просто гуляла по Маади и как-то очутилась в парфюмерном магазине. Все трое мужчин, работавших там, были очень милы, и я стала заходить туда вечером почаще, исключительно, чтобы попить чаю и поболтать. Шериф также работал там, и мы все время беседовали обо всем, что только можно, не обойдя тему сложных отношений между мужчиной и женщиной. Он в то время имел какую-то связь с русской. Хочу сделать ремарку о том, что данную историю рассказывает женщина из Германии. 2 последних вечера мы вдвоем посетили Deutsche Bar. Ничего в течение этих последних дней не случилось. Конечно, я уже заметила, что он не испытывал антипатии ко мне, но меня в Германии кое-что сдерживало. Однако, тем не менее, обменялись номерами мобильных телефонов. Приехав домой, мне сначала пришлось заняться переездом, а также выяснить кое-какие личные вопросы. Не буду вдаваться в детали, иначе этот рассказ превратится в многотомник. Иногда мы перебрасывались с смс-ками типа «How are you?» и когда в следующий раз я поеду в Хургаду. В конце мая количество СМС стало расти. Я не могу себе объяснить, это с каждым звонком и СМС моя привязанность и влюбленность становилась сильнее, хотя я раньше почти его не знала. Ну и, наконец, как-то июньским днем я решила слетать в конце августа в Хургаду. Мой внутренний тревожный колокол должен был начать трезвонить уже в начале июня. Первое. Я перевела ему 200 евро за нашу, в кавычках, квартиру, так как у него ничего нет, подумала я. Второе. Как-то, между прочим, в телефонном разговоре я упомянула, что купила новый мобильный телефон. Он сразу же спросил, не могу ли я ему выслать мой старый телефон, так как его телефон имеет плохой прием или что-то в этом роде. Технически эта отправка была проблематичной, и я снова перевела ему 100 евро. Я хотела, чтобы он был доступен по телефону. Третье. Где-то в середине июля пришла СМС следующего содержания. I'm in big trouble. Only you can help. Please, can you call me? Что означает у меня большие проблемы, только ты можешь помочь. Можешь ли ты мне позвонить? Я, конечно, перезвонила. Речь шла о том, что ему на квартиру не хватает 100 евро, о которых он снова просит меня. Я ему их выслала. Я знаю, что в тот момент я могла все отношения прекратить, глубоко во мне сидело нехорошее чувство, но я прогнала его прочь. Я думала, нет, он не такой. Себя утешала тем, что они в Египте мало зарабатывают. В конечном итоге ни он, ни я не успокоились, пока я не забронировала рейс в Хургаду. В конце августа 2004 года я прилетела в Египет. Шериф снял квартиру для нас. Понимаю, что это было легкомысленным поступком, так как я с ним едва была знакома. Это решение было продиктовано бабочками в животе. Я полагала, что всегда смогу переехать в отель, если мы не уживемся. Те 16 дней, которые я тогда провела в Хургаде, честно признаться, были не самыми лучшими. Несколько раз я была так разочарована, что готова была тотчас улететь домой. Сначала у меня были проблемы с неточным египетским временем в кавычках. Он говорил, что придет после работы в 11 вечера, однако в квартире он проявлялся в 12:30, так как еще заходил за едой. Через 10 минут в гости приходит брат и зачастую его приятель. Беседы всегда проходили на арабском. Иногда он объяснял, что по-английски мне о сути разговора, но я всегда чувствовала себя там пятым колесом в телеге и задавалась вопросом, какого черта я вообще к нему приехала. Затем мы в основном, за парой-тройкой исключений, шли на дискотеку. Интимное уединение таким образом состоялось после 4 часов утра и до полудня. Я часто задавалась вопросом, были ли мои ожидания слишком высокими, смотрю ли я слишком строго на некоторые вещи, требую ли я слишком много. Итоговая мысль. Ладно, забудем о плохом. Но в целом я была разочарована. Я провела все дни в одиночестве на пляже Алоха-Бич, так как он должен был работать. Вечером он всегда спрашивал меня, ты сидела на пляже с кем-то? Кто разговаривал с тобой? Теперь я знаю, что так называемой платонической дружбы между египетскими мужчинами и женщинами нет в той форме, какой она бывает в Германии. Когда я в самом деле поговорила один раз с египтянином на пляже, шериф был тотчас осведомлен. Надзиратели, в кавычках, там, кажется, сидят повсюду на пляже и в ресторане. В последний день перед моим отъездом он спросил меня о деньгах. У него возникла замечательная идея, он откроет парфюмерный магазин, и для этого ему нужны деньги. Он оформит договор, в том числе на мое имя. Для магазина ему нужны были 1000 евро. Я пыталась объяснить ему всякий раз, когда я что-либо пыталась объяснить или рассказать, он меня не слушал. Что у меня нет денег, поскольку я расплачиваюсь со старыми долгами. И в конце концов,
Также должна платить в Германии квартплату, коммунальные платежи и все такое. Мне кажется, что его мои обстоятельства никогда не интересовали. В общем, с момента этой беседы и до вечера следующего дня он со мной не разговаривал. Более эта тема не затрагивалась, и я подумала, что она исчерпана. Увы, это было не так. Но это выяснилось только после моего возвращения. Кроме того, он иногда проявлял определенную агрессивность, если что-то шло не так, как он думал. Несколько раз он наорал на меня из-за ерунды. Истинной причины я так и не поняла. В последний день его приступ ярости был так страшен, что мне показалось, что он меня побьет. Один раз речь зашла о переносном CD-плеере, который я взяла с собой. Он считал, что CD-плеер – это его подарок. Когда я его не подтвердила, он молча ушел из дома. Я, конечно, тут же смягчилась и преподнесла ему такой подарок. К тому же можно отнести все расходы на еду, напитки, вечерние дискотеки, которые в течение 2 недель несла я. Всего я израсходовала 500 евро за 2 недели, а это, черт побери, немалые деньги, в особенности по египетским меркам. На себя я ничего не потратила, не считая пару упаковок ароматных палочек. Среди всего прочего выяснилось, что пока я была в Хургаде, он однажды встречался с русскими девчонками, о чем он мне впоследствии рассказал. Что, мол, это была всего лишь встреча и ничего такого не было. Ну, конечно, нет. Однако меня неприятно удивило то, что уже во второй вечер он оставил меня одну на 2 часа на дискотеке. «I have meeting with my friend», так сообщил он мне ранее. До этого он вел телефонный разговор на английском, выйдя на балкон квартиры, чтобы я ничего не подслушала. Уже тогда мне надо было свалить, но я не отважилась что-либо сказать. Когда я сделала замечание по этому поводу, он возмутился, как это я могу такое о нем думать. В конце концов, те истории начались до встречи со мной, как он говорил. В другой раз я слышала другой разговор на английском, который длился не менее 30 минут, и в конце он попрощался. «I miss you and I kiss your face». Я жутко испугалась, поскольку нечто подобное он также говорил мне по телефону. Когда я начала задавать вопросы об этом, он ответил, что должен был успокоить девушку по телефону и что с ней уже покончено. Также все женские истории должны были открыть мне глаза. Часто также среди ночи звонил его мобильный телефон, оплаченный мной. Эти так называемые ошибочные звонки, где гудок раздавался дважды и затем прерывался, не говоря уже про СМС, которые он получал. И вопреки всему, когда я возвращалась домой, когда я сидела в самолете, я страшно тосковала по нему. Весь негатив как будто ветром сдуло, и я даже обдумывала, когда в следующий раз поеду в Хургаду. Все отрицательное я относила к стартовым трудностям и различному менталитету. При прощании он сказал мне, чтобы я писала ему по электронной почте. Я так и делала и даже звонила ему однажды. С его стороны сутками ничего не было. Даже СМС. Я чуть с ума не сошла. Он потом объяснял, что не мог послать СМС по причине «no credit». Нет денег на телефоне. Оно и понятно, ему приходится столько женщин поддерживать тепленькими, если одна из них соскочит. Тем не менее, его заверения в любви продолжались. «Ты моя женщина навсегда, ты мое будущее» и так далее. Потом он снова завел песню про деньги. В этот раз речь снова зашла про 1000 евро, чтобы построить для нас двоих. И, в 2 словах я повторила ему, что у меня денег нет, объяснила еще раз, почему нет, но его это снова не интересовало. В итоге я отказалась высылать ему деньги. Даже после этого он умудрился по телефону нагнать на меня такое чувство вины, что я оставалась с угрызениями совести за то, что отказала ему. Затем от него пришло сообщение по e-mail со всякими любовными признаниями и следующей концовкой: «Если ты меня любишь и хочешь мне помочь, ты вышлешь мне деньги. Если ты не согласишься, я полечу в Москву. Это не шутка». Я тогда написала ему, что будет лучше, если он полетит в Москву и найдет там женщину побогаче меня, которая даст ему денег. Для меня он больше не существует, и пусть он мне более не звонит и не пишет. По поводу Москвы я должна сказать, что в последнем телефонном разговоре он как бы, между прочим, упомянул о том, что у него есть приглашение в Москву. Впрочем, направление неважно. Русские женщины, на мой взгляд, охочи до арабов, и многие из них при деньгах. Так все сходится. Даже если это приглашение вообще существует, то я полагаю, что он упомянул его с тем подтекстом, чтобы сыграть на моих чувствах и заставить меня послать ему деньги. Сейчас я могу сказать, что я никогда не думала, что подобное могло со мной произойти. Ранее я 2 раза нарывалась на такое. 1 раз с бывшим мужем немцем, и еще раз с одним мужчиной из Ирака, который хотел заполучить немецкий паспорт. Слава богу, эти отношения вовремя прервала. Не надо было высылать ему деньги. Я должна была день-другой лететь домой, так как он обращался со мной в Египте. В Германии я бы никогда не позволила. Должна была, не должна была, какой толк теперь от этого? В любом случае,
я очень рада, что дала ему пинок под зад и не послала больше денег. Иначе неизвестно, чем бы все закончилось. В дальнейшей переписке он стал отрицать, что просил у меня деньги, и постоянно слал мне письма и смски. Тогда я сменила номер телефона, а его письма занесла в спам. И рада, что наконец-то избавилась от него.